Мистер Реймонд – старый рейнджер, который прожил в одиночестве в заповеднике дикой природы в Южной Африке уже целых 30 лет. У него не было жены, детей или близких родственников, что сделало его жизнь более уединенной и тихой. Он предпочел обосноваться в старом деревянном доме, стоящем на окраине заповедника, окруженном зелеными деревьями и дикой природой. Каждый день он бесстрашно патрулирует густые леса, незаметно записывает следы животных и защищает природу от бесчеловечного браконьерства. Работая на станции, его знают как старика джунглей, человека, способного общаться с дикими животными с помощью взгляда. Реймонд был уверен, что многие существа в лесу понимали его, и он понимал их. Эта связь была особенной, и она позволяла ему чувствовать себя частью чего-то большего, чем просто работа. Природа для него стала не просто работой, а настоящим домом, другом, местом, где он всегда чувствовал свою принадлежность. Когда он выходит на свой ежедневный патруль, он ощущает себя частью величественного круга жизни. Но однажды, в дождливый день, когда небо заволокло низкими облаками, он услышал слабый шум, доносившийся из зарослей неподалеку у ручья. Его сердце забилось быстрее, когда он приблизился и обнаружил молодого льва-самца, лежащего, свернувшегося калачиком, с серьезно поврежденной лапой, из-за чего бедное животное не могло двигаться. Рана, которую он увидел, была ужасающе опухшей, гноившейся и кишела мухами. Это был яркий признак того, что животное страдало и не получало должной помощи в течение многих дней. Реймонд начал осматриваться вокруг, но не увидел никаких следов рядом, указывающих на то, что стая могла прогнать его и оставить одного умирать. Лев посмотрел на него своими большими уставшими глазами. В них можно было прочитать истощение, жажду жизни, но также и полное отчаяние, наполнившее его душу тяжкими переживаниями. Он медленно сел, и в этот момент Реймонд, обмякнув, достал полотенце, чтобы вытереть пот со своего лба, и тихо позвал его, как будто разговаривал со старым другом, пытаясь положительно настроить его. Эта простая фотография исцеления наполнила его душу надеждой. Он достал небольшую аптечку первой помощи, наклонился к нему и начал осторожно промывать рану, погружаясь в заботу о бедном существе в этой тропической чаще. Лев вздрогнул от боли, но не стал выть или проявлять паническое поведение. Казалось, он понимал, что этот человек пришел с добрыми намерениями и желанием помочь ему выжить. После того, как он оказал ему временную первую помощь, он позвонил на участок и попросил вызвать скорую для оказания неотложной медицинской помощи. Дождь продолжал бесконечно литься с небес, однако Реймонд не ушел. Он остался с львом, накрыв его толстым пальто, которое было на нем. Прошло несколько часов, наконец прибыла спасательная машина, и он, отзываясь на крики своих коллег, вместе с сотрудниками станции перенес животное на носилках в безопасное место. Когда они прибыли в спасательный центр, Реймонд посмотрел на молодого льва и назвал его Барроу, что означает «избранный жить», потому что он чувствовал, как этот зверь заслуживал второго шанса на жизнь. Барроу отвезли в процедурный кабинет, где ветеринар, действуя профессионально и быстро, зашил его рану и оказал необходимую медицинскую помощь. В ту ночь Реймонд не выходил из палаты. Он оставался рядом с львом, вытирая пот со своего лба и тихо рассказывая Барроу разные истории о дикой природе и своем опыте. Между стариком и сломленным, брошенным диким животным, начала формироваться удивительная молчаливая связь. Барроу успешно прошел курс лечения, и вскоре его перевели в реабилитационную клетку, расположенную рядом с деревянным домом мистера Реймонда. Каждый день он приходил к нему, разговаривал и стремился дарить надежду и уверенность, чтобы помочь ему почувствовать себя лучше. Каждый день Реймонд тщательно приносил еду и лекарства, часами сидя рядом с клеткой, делая все возможное для восстановления здоровья молодого льва. Поначалу Барроу был застенчивым и настороженным,
часто прятался в углу клетки, но со временем, под потоком тепла и заботы, он начал подходить ближе к Реймонду. Он рассказывал ему истории из своего прошлого, о том, как однажды чуть не погиб от малярии, о приключениях, когда его сопровождал орел, который следовал за ним по пятам. Барроу слушал его, не произнося ни слова, но его глаза постепенно начинали загораться, а уши поворачивались к нему, как будто он понимал каждое произнесенное слово, каждую эмоцию. Это был уникальный обмен, который ждал своего часа. Когда погода становилась холодной, Реймонд укрывал Барроу теплым одеялом, а когда жарко, ставил рядом с клеткой таз с холодной водой, чтобы юный лев мог напиться и охладиться. Он так заботился о нем, что даже в те дни, когда сам чувствовал себя плохо, все равно оставался на месте. Однажды Реймонд ощущал, что у него поднялась температура, и 2 дня он не мог подняться с постели. В это время Барроу, беспокоясь о своем друге и чувствуя его страдания, ревел всю ночь напролет, что заставило станцию беспокоиться и искать его. Для этой дружбы не требовались знания языка или какая-либо тренировка. Им был нужен только постоянный друг к другу каждый день, который принесет множество заботы. Со временем Барроу постепенно выздоравливал. Его шерсть снова разгладилась и обрела былую красоту. Глаза стали зоркими, полными жизни, а его походка становилась все более уверенной и сильной, как у истинного хищника. Через 3 месяца он уже уверенно охотился на мелкую живую добычу на тренировочной площадке. Словно к нему вернулся потерянный инстинкт. На 4-м месяце он начал быстро реагировать на движения вокруг, научился выслеживать потенциальную добычу, а также ловко лазить по высоким скалам, как ему и было положено от рождения. Наблюдая за его прогрессом, доктор пришел к выводу, что Барроу готов вернуться в дикую природу, в то место, где началась его история. Мистер Реймонд задумался на некоторое время, сидя рядом с Барроу, поглаживая его по гриве, и, наконец, тихо произнес, что пора. На следующее утро он с чувством ожидания открыл двери сарая, и его сердце забилось с трепетом, когда Барроу вышел, повернулся, чтобы взглянуть на него, а затем бесшумно исчез в глубине леса, как призрак, возвращающийся к своим корням. Никто ни слова не сказал, но все видели, как Реймонд долго стоял, прижимая к груди старый шарф, который много раз латали, поскольку он всегда был с ним, когда возникали трудные времена. Затем прошло 3 месяца, когда, наконец, взошло солнце, и за воротами станции рейнджеров раздался знакомый рев, который снова наполнил воздух духом дикой природы. Барроу вернулся, но на этот раз он не заходил внутрь, а просто сидел тихо, глядя на знакомый деревянный дом через забор, словно хотел оценить, как он изменился со временем. Мистер Реймонд, почувствовав его присутствие, вышел из своего дома и, позвав его по имени, был готов улыбнуться, но вместо этого увидел, как Барроу тихо зарычал и лег, словно ожидал его внимания. Их взгляды сливались в одно целое. В этот момент они смотрели друг на друга, не издавая ни звука, и не прикасаясь друг к другу, просто внимательно наблюдая. В их глазах отражалось множество историй, незаконченных разговоров и глубоких чувств, которые невозможно передать словами. С тех пор каждые несколько месяцев Барроу возвращался, дожидаясь тихого утра, когда все вокруг затихало, и исчезал до того, как солнце поднималось высоко в небе. Удивительно, что Барроу никогда не ломал калитку и не пытался проникнуть внутрь, просто сидел снаружи и внимательно наблюдал, словно защищая что-то святое и значимое для него. Мистер Реймонд всегда держал немного вареного мяса наготове, клал его на забор и, стоя молча, наблюдал за львом. Барроу не спешил, ел медленно и тщательно, словно соблюдая вежливость настоящего гостя, который был его пациентом, и не забывая о дружбе в каждом укусе. Эта сцена повторялась снова и снова на протяжении многих лет, как нежный, молчаливый ритуал между 2 старыми душами, разделяющими больше, чем просто воспоминания.
Это была история человека и зверя, встретившихся на границе жизни и смерти, дикости и сострадания. Годы шли, а мистер Реймонд начал постепенно слабеть. Его здоровье ухудшалось, и врач диагностировал у него неизлечимый рак печени, который оставлял ему мало надежд. Люди на станции предлагали отвезти его в город на лечение и уход за ним, но он решительно отказался, предпочитая жить свои последние дни в деревянном доме, который он любил. «Я хочу умереть в месте, где я спасал другие жизни, а не вместе с белыми стенами и холодильными установками», сказал он, и в его глазах читалось спокойствие и безмятежность. Он начал прибираться в деревянном доме, укладывая одеяло и подушки, повесив старую рубашку на крючок, как будто готовился к долгой поездке или путешествию в неизвестность. Он почти ничего не ел, просто лежал с закрытыми глазами, глядя в окно, за которым каждое утро начинался зеленый лес, который когда-то был полон жизни и красоты. Люди на станции понимали, что он ждет только одного — увидеть Барроу в последний раз, одного из тех, кого он спас и с которым установил такую крепкую связь. Однажды утром, в сухой сезон, когда лес все еще дышал жаром, как никогда ранее, Барроу снова появился у ворот заповедника. Но на этот раз он громко и настойчиво ревел, кружил вокруг, как будто не знал, куда направляться. Он трижды проревел, затем улегся, не сводя глаз с деревянной двери, из которой вышел мистер Реймонд. Молодой рейнджер, задавшись вопросом о странном поведении льва, вдруг понял, что что-то не так, и бросился обратно к деревянному дому, находя Реймонда, тяжело дышащего и полуобессилевшего, с полузакрытыми глазами. В тот же миг он сразу позвонил своим товарищам по команде, которые немедленно прислали носилки, чтобы доставить его в спасательный центр, расположенный рядом с воротами, где его ждал Барроу, не подозревая о предстоящем горе. Реймонд был почти без сознания, но когда услышал рев своего друга, в уголках его глаз выступили слезы, а губы зашевелились. «Барроу, ты здесь?» — произнес он с трудом. Больничную койку вытащили на поросшую травой площадку рядом с забором, где Барроу прождал почти час, не желая оставить своего друга. Увидев его, Барроу тихо зарычал, медленно подошел к забору, прижав когти к железному краю, как будто хотел снова прикоснуться к своему спасителю и другу. Мистер Реймонд открыл глаза, протянул свою дрожащую руку и осторожно коснулся когтей Барроу сквозь щель в заборе. На станции воцарилась тишина, никто не осмеливался прервать этот священный момент между человеком и зверем, запечатленным в их сердцах. Реймонд шептал с трудом, прерывисто дыша. «Очень хорошо, ты выжил. Как я и ожидал». Барроу склонил голову и потёрся лбом о щель в заборе, словно молясь, не отрывая взгляда от того, кто открыл ему жизнь и вернул надежду. В то утро среди золотистой травы, ясного неба и легкого ласкового ветра мистер Реймонд испустил свой последний вздох, продолжая касаться рукой своего старого друга, словно прощаясь с ним и с самой природой, которая так долго его окружала. Рейнджеры разрыдались, никто не мог сдержать слез перед этой уникальной дружбой, которая преодолела всевозможные границы и преграды. Его похоронили в тот же день на лугу рядом с небольшим ручьем, где когда-то долгое время Барроу был спасен много лет назад. На простом надгробии, выполненном с вниманием и заботой, были выгравированы слова «Мистеру Реймонду, хранителю старого леса, другу льва». Несколько месяцев спустя Барроу вернулся, на этот раз не к воротам, а прямо к маленькой могиле посреди луга. Он пролежал у могилы несколько часов, прикрыв глаза, а ветер трепал его золотистую гриву, словно шепча последние слова прощания и любви. С тех пор он возвращался несколько раз в год, всегда до тех пор, пока сумерки не окутывали пожухлую золотистую траву, напоминая о своих переживаниях и связи с человеком, который его спас. Никто больше не называл его диким животным, но он сдержал последнее обещание, данное старику джунглей.
беречь и помнить о нему, об их укрепленной дружбе и взаимопонимании. Это дружба, для которой не нужны были слова, только молчаливый взгляд и ожидание, захватила сердца всех жителей заповедника. Что вы думаете об этой трогательной истории? Оставьте свои соображения в разделе комментариев и помните, что искренние связи между людьми и животными могут пересечь любые барьеры.